Итак, дамы и господа, сегодня я буду отвечать на вопросы, темы, которые вы задавали в комментариях на YouTube, либо в Инстаграме. Такой некий вопрос-ответ. И давайте же сразу начнем. Скажи нам, кто вы и немного о своей жизни. На самом деле, этот вопрос можно назвать специфичным, потому что без разницы, что я смогу сказать, кто я, потому что все мы интерпретируем все по-своему. В нашей голове есть разные установки, какие-то стереотипы мышления, представления. К примеру, просто даже ассоциативный ряд. Вы услышите какую-то профессию, черту характера, либо еще что-то, и ваше сознание будет вспоминать либо что-то похожее, либо сразу же интерпретировать это либо на человека, либо на предмет, на все что угодно, на ситуацию. Ваше собственное видение, поэтому, возможно, этот вопрос должен звучать не мне, а наоборот вам. Не кто я, а кто вы. Потому что, наверное, мы видим то, что хотим видеть. Мне кажется, рассказ человека о себе, он может дать совершенно пустую информацию, легче понять человека о том, что он делает, о его поступках, просто даже о манере речи, разговоре, не касающейся его. Именно о чем он говорит. Даже не конкретно, как он о себе говорит, что он о себе говорит, а в каких-то других вещах ты понимаешь человека больше, чем он бы мог сказать то, что он архитектор, работает там-то, там-то, занимается тем-то, тем-то и так далее. Именно понимание человека, чтобы понять его, нужно посмотреть глубже, не поверхностно узнать, допустим, кем он работает, как я уже говорил, либо чем он занимается, потому что все субъективно. Поэтому лучше ответьте себе, кто вы в первую очередь. И, возможно, ваше представление о каком-то человеке, ситуации и всем остальным поменяется, либо сложится новый характер. Взгляните под другим углом чуть глубже. Расскажите о вашей первой журнальной съемке, с какими трудностями вы столкнулись. На самом деле, про мою первую опубликованную в печати съемку у меня небольшая история в конце, потому что с ней произошла одна ситуация довольно-таки странная. Вот. Но все, что не делается, все к лучшему. Моя первая съемка, которая была опубликована именно в печати, не в цифровом формате, это, наверное, подборка моих снимков, и там основная серия была именно автопортретов, когда я делал костюм такой блестящий, здесь, возможно, появится фотография. Вот. И этот журнал у меня есть в печати, и там обложка моей фотографии, собственно. И обложка пострадала, поэтому у меня она надорвана, лежит в таком архивном состоянии, но это будет прикольно посмотреть наверное, через несколько лет. Просто, знаете, такие архивная запись, такая потрепанная. Знаете, вот как старая потертая фотография, так этот журнал, только он истерзан именно обложкой. Внутренности там все в порядке, именно с обложкой проблема. С чего лучше начать начинающему фотографу, чему вы учились в первую очередь и что вам наиболее помогло в работе? С чего лучше начать? Лучше начать с того, что ты хочешь снимать. Это, наверное, самое правильное решение. Найди человека, который тебе нравится. Если ты снимаешь природу, поищи вдохновение в той же самой природе. Это как в любом деле с начинаниями. Самое главное, это, наверное, начать, а дальше ты уже как наркотик. Ты войдешь во вкус, если это твое, грубо говоря, и ты постепенно будешь понимать, какая дозировка и конкретно чего тебе будет давать
то самое ощущение и что ты хочешь именно делать. Возможно, придумывать что-то свое, либо снимать людей, либо природу, все что угодно. Именно опыт, и когда ты, тогда ты действительно поймешь, что ты хочешь, и уже не сможешь от этого оторваться. Чему вы учились, что вам помогло в работе? Я нигде не учился, ни на каких курсах, видеоуроках, всему остальному. У меня все на уровне инстинктов. Не знаю, просто воплощение того, что у тебя находится здесь, или где-то мозг. В работе мне помогло больше, наверное, опыт, практика, как и в творческих съемках, так и в коммерческих. Поэтому только опыт и практика. Поэтому когда же уже наконец вернутся стримы? Прямые эфиры, наверное, основания в Инстаграме, какие прямые эфиры только начинались, любимая функция была. Возможно, в скором времени все возобновится, только уже на Ютубе. Но, возможно, еще и в Инстаграме будет. Но мы на это посмотрим. Я считаю то, что по состоянию такому, знаете, духовному, наверное, можно сказать. Вот когда тебе хочется, тогда да, всему свое время. Поэтому возможно. Ваше лучшее вдохновение и твоя муза. Наверное, это самый популярный вопрос любому творческому человеку. Откуда ты берешь вдохновение, все, что касается вдохновения и так далее. Самый банальный ответ и действительно правдивый – это всюду. В плане нету какого-то чего-то конкретного, типа нету такого, что ты посмотрел фильм и такой, все, вот этот фильм меня вдохновляет на протяжении всей жизни. Нет, тебя может вдохновлять реально все просто. Ситуации, мысли, фильмы те же самые, люди и так далее. И вдохновение может быть не всегда от какого-то восхищения, какой-то позитивной эмоции. Также вдохновение может быть из чего-то плохого, из какого-то плохого состояния. Поэтому тут еще нужно понять, в зависимости от человека, допустим, многие люди там вдохновляются просмотром какого-то хорошего фильма, либо еще что-то, у них там приходят идеи, либо когда у них эйфория, счастье, и все в жизни хорошо, тогда они творят, создают какой-то у них ресурс, поток и так далее. У некоторых людей совершенно по-другому, и в каких-то плохих состояниях и моментах им легче творить, возможно. Они как вкладывают какую-то отдушину. У каждого разное восприятие вдохновения, поэтому муза может послужить все, что угодно, но у каждого она своя. Какая ваша любимая камера для фотосъемки? Я снимаю на не особо дорогую технику, довольно-таки бюджетную. Это, кстати, из серии, когда у меня спрашивают, на какую камеру я снимаю, и я называю модель камеры, все удивляются, типа, как так? На какой объектив это снято и все остальное. Я снимаю на Canon 700D, и это китовский объектив, самый стандартный, который шел вместе с ним, потому что я люблю играться с пространством, с искажением, перспективой, и поэтому пока так. Расскажи немного о будущем проекте. Проекты будут вне зависимости, и я не люблю рассказывать о том, что еще не сделано. Это, наверное, очень странная позиция, но с одной стороны понятная, потому что этого еще нет, это находится у тебя в голове. И когда это произойдет, когда уже будет готовый результат, тогда я поделюсь им, если посчитаю нужным. Но в первую очередь всегда все выходит на Патреоне заранее и с эксклюзивом, поэтому ссылочка в описании. На Инстаграм, кстати, тоже. Без чего и с кем жить нельзя? Это, наверное, самый интересный вопрос в плане
Я даже не знаю, как на это ответить. Очень много мыслей по этому поводу. Потому что без чего и с кем жить нельзя. Жить можно со всем чем угодно, мне кажется. Потому что человек, он приспосабливается. Возможно, в какие-то, допустим, если произошло что-то плохое, либо какой-то негативный человек, люди не уходят от него. И в какие-то, ну, в начале, в самом, это трудно. Но затем большинство людей это принимают. Как хамелеон. Вот люди — это, наверное, как хамелеон, который подстраивается под цвета стены, под цвета человека, под ситуацию. Да, возможно, внутри он будет недоволен, хотеть другого, но он не попытается ее исправить, не попытается уйти от человека, с которым он живет, либо выйти из этой ситуации. Да, возможно, это звучит неприятно, но на самом деле, по опыту, большинство людей, они действительно как хамелеоны. Но это внешняя оболочка. А внутренне, возможно, этот человек тогда и не живет. Поэтому жить можно со всем чем угодно, но будет ли это приносить тебе удовольствие, то, что ты хочешь, это уже другой вопрос. Люди живут, у которых нету цели, нету интересов, запала, всего остального. Поэтому здесь нельзя сказать конкретно, без чего нельзя жить. Потому что даже смысл жизни у всех он разный. Разные цели. Допустим, кто-то не может жить без определенной цели. Если внутренне у вас нету гармонии, с кем вы живете, для чего вы живете, если это не то, допустим, внешне вы чувствуете, никто ничего не скажет, что с вами что-то не так, все прекрасно, замечательно, никто даже об этом не догадывается, но если внутренне вы чувствуете, что это не то старайтесь это исправить, потому что... А как иначе? А жить ради чего-то — это как цель какая-то, как вера в свою жизнь, вера в идею жизни. Поэтому, наверное, постигать свои цели. Но цели, я не имею в виду сейчас конкретно какая-то цель. Нет. Именно духовно, ради чего ты живешь. Это может быть абстрактно, у вас может быть не быть понимания. Поэтому это как смысл жизни. Можете написать, что для вас смысл жизни, поэтому какие ваши мысли на эту тему? Я помню, я в школе писал про смысл жизни. О, Господи. Я писал про смысл жизни, то, что все мы находимся в пустой белой комнате, можем остаться. Поэтому, ладно, это немного другая история. Как ты делаешь фотографии очень красивыми? Ну, во-первых, красота довольно-таки субъективная. Я не могу сказать то, что мои фотографии для всех выглядят красивыми. Кто-то считает это уродством, либо не воспринимает, либо еще что-то. Поэтому красота у всех субъективна. И красота — это в стиле, в твоем понимании вкуса, потому что вкус есть во всем. В искусстве, в еде, в людях, в типажах, во всем остальном. Поэтому по цветам. У каждого разный вкус, для каждого оно красиво. Вкус приятен, либо неприятен, либо нейтрален. Разновидностей вкусов много. Соленое, сладкое. Поэтому красота — это микс того, что тебе нравится. Поэтому просто делай, что тебе нравится, и это будет красиво в твоем понимании. Что вам больше всего нравится в вашей работе? Наверное, когда реализуется что-то из твоей головы, вот эта субстанция, которая не существует, вот эта вот та самая мысль,
она появляется здесь, в этом мире. Это звучит на самом деле так странно, но интересно, потому что вот просто представьте, вы можете создать все, что угодно. Вы можете просто, вот я сейчас двигаю рукой, я это создаю, это вот здесь. У меня в голове установка махнуть рукой. Вы можете это интерпретировать абсолютно на все в вашей жизни. Потому что по факту мы можем создавать все, что угодно. Мы можем реализовывать все, что угодно. Реализовывать себя, что находится вот здесь, вот здесь. И, наверное, да. Это даже не только в работе. Это во всем. Как вы определяете свое искусство? Достаточно интересный вопрос, но это будет эгоистично, наверное, определять свое искусство или нет. Вот в чем вопрос. Смотря для кого оно делается, для чего оно делается, в первую очередь, и определять, это получается как самоидентификация, да? А не будет ли это высокомерно, если это определить? Даже вот то, что вы сделаете в жизни, поработаете, построите карьеру, что-то создадите, если вы этому даете одобрительную оценку, это будет считаться высокомерным для вас или нет? А если вы будете давать отрицательную оценку или субъективную, но для всего субъективно свое. Очень сложный вопрос, наверное, на ответ, который словами не передать. Наверное, это вот то, что находится внутри, наверное, в процессе, в законченном результате и в что-то в таком личном. Но при этом мы можем оценивать работу других людей. Довольно-таки интересная тема. Это видео получилось довольно-таки странным. Мне кажется, это самый нетипичный ответ на вопросы, которые существуют в этом мире. Но, возможно, нет. Тоже я не хочу это определять. Поэтому, да, спасибо за просмотр. Пишите в комментариях ваши мысли по каким-то вопросам про смысл жизни, искусство, самоопределение и без чего жить нельзя. Потрясающий вопрос. Вот серьезно, ответьте в комментариях, без чего и с кем жить нельзя. Только попытайтесь ответить не поверхностно, не так, что не жить с человеком, который вас бьет. Нет. Взгляните на это глубже. Вот. Все ссылки в описании, Patreon, Instagram, Vogue, все, что только можно. Поэтому спасибо за просмотр.